Так, ребята, всем привет. Вот у нас спуск в подвал. Будем сейчас его обследовать. Подвал много лет не открывался. И мы сейчас постараемся разложить фонарики. Да. И кроме этого мы сейчас достанем металлоискатели и проведем его обследование. Так, ребята, всем привет. Мы сейчас находимся в подвале. Это Артем. Да, приветствую подписчики Паранормального Шульца. Да, Шульца Любопытного. Тут мы сейчас проведем интересную разведку. Ведь тут мы находимся в подвале дома, которому уже более 150 лет. Тут достаточно очень много советских вещей, времен царя и даже еще раньше. Когда-то была система катакомб, но она на данный момент замурована. Как видите, укладка ракушняк, она достаточно старая, очень допотопная, можно даже так выразиться. Подвал на данный момент сейчас просто используется как склад, но кто его знает, что может быть у нас даже под ногами. Поэтому мы решили сегодня использовать металлоискатель для поиска каких-нибудь дальше артефактов. Я думаю, что мы сегодня что-то интересное найдем. я полностью согласен с Артемом. Сейчас мы пройдемся по подвалу, посмотрим, что тут есть интересного визуально, а потом достанем наш металлоискатель, включим и с помощью его просканируем грунт. Скажи, тут что-то вообще интересное вы находили когда-то? Да, было время, мы находили керосиновую лампу, находили фигурки фарфоровые или керамические. К сожалению, не могу точно сказать, потому что не спец в этом. Но видно, что само по себе творение было сделано далеко давно, до нашего рождения. Слушай, вопрос, а где вообще сохранилось что-то где-то посмотреть, например, керосинка, там фигурки или еще что-то? Да, есть, и без проблем можем показать. Ну окей, тогда пусть там, не знаю, принесите, посмотрим. Или позже поднимемся туда, где там оно. Да, хорошо. Тогда через какой-то определенный промежуток времени ставим в кадр находки. Окей, да, хорошо. В общем, ребята, не будем вас задерживать, будем бежать. Так, ребята, принесли, в общем, фигурки, которые находили. Говорят, что тут лет 7 назад или 8 подвал это типа выгребали, наводили порядок, и вот это вот удалось найти в земле. Это пивная крышечка. Захвати текст. Тут написано Николаевский пивзавод, а с другой стороны что написано? А с другой стороны написано Одесса. Левинсон, Одесса. Это да, это реально пивная крышка. Кстати, кто видел, такие же самые наводки Первак сейчас используются. Эта фигурка была, Блин. может быть, кстати, как сувенир к посуде шло. Или просто вот как своя самостоятельная фигурка. И знаешь, что интересно? Она, видать, была отлита, а потом ее уже раскрасили кисточкой. Видишь, такие пятна на ней. Да-да-да, посмотри, То вот. есть это типа не завод, нифига. Ручная работа. Но приятная на ощупь. Даже Да. вот материал спустя столько времени, он не подтупился, он не деградировал по своему составу. Даже очень хорошо выглядит. Краски вообще не потеряли своего качества. Ну, он, видно, кисточки нарисованы, прикольные. Но это, блин, ребята, это образ не Советского Союза, это образ еще, видать, царя. То есть такие люди раньше были там, музыканты где-то на пире, на бале. Скорее всего, это были вот эти бальные исполнительные года, когда все ходили. Ну, это на уже, балах, наверное, танцевали. Советский Союз, ребят. Это заглушка на графин. У меня так как когда-то была у бабки. То есть это может быть Советский Союз, либо ранее. Блин, офигенные находки, я даже немного завидую. Надеюсь, что-то нам сегодня повезет найти. Я думаю, мы что-то найдем. Ладно, давай будем искать. Так, чтобы меня не было видно. Да. Все, ребята, вы видели находки, действительно в этом подвале что-то есть. И мы сейчас отправимся в его глубину. Он не слишком большой, но при этом он достаточно глубокий и достаточно старый. Еще Артем рассказал, что тут якобы жил человек 20-25 лет назад, какой-то глухонемой, который натаскал целую кучу различных вещей. Мы сейчас эти вещи вам покажем. Так, сейчас вот той поиграли, чтобы не моргало видео. В общем, ребят, старый кассетный магнитофон. Квазар 303. И судя по всему, он уже 300 лет тут лежит. Видите, ребят, он полностью весь пришел в негодность. Что у нас тут еще? Ух. Это что такое? Телефон? Ребята, телефон какой-то.
Опа, нифига себе, ребят. Смотрите, это часы старинные. Советские старинные часы. Интересно, они рабочие или не надо их включать? Хотя нет, подожди, это не похоже. Или калькулятор. А, это калькулятор, ребята. Это калькулятор. Да, это реально калькулятор. Вот он так работал. Это калькулятор. Видите? Универсальная техника. Да. реально Поварили часами и калькулятором. Офигеть. За цифр показалось, что это телефон. Но потом я увидел букву С, умножить минус и Да-да-да. плюс, и уже понял, что да, это уже Так, что-то да. явно не телефон. Так, ребят, у нас дальше есть проход. Давай, вот так нормально? Да, шикарно, да, вообще. Да, еще Смотри, вот. смотри. Бутылка. И в ней что-то есть. Ну, дегустировать мы это явно Да. не будем. Это старинная бутылка. То ли шампанское, то ли пивная. Еще советская, наверное. Скорее всего, пивная, потому что у шампанского более выраженное горлышко. Наверное. Ну да. А что в таком отце было? Расскажи, пожалуйста. Это, скорее всего, было как жилое помещение того Эдика глухонемого, потому что, как видите, по решеткам это было как ограждение, чтобы сюда никто не залез. Когда-то, скорее всего, у него вот тут стояли стекла, чтобы не задувало. Побеленная стенка, которая Потолок дает побеленный. понять, что помещение явно не было просто так оборудовано. И, ребят, смотрите, кованая, вернее, летая, блин. Какая-то от полки. Ну, видать, уже его тут, видите, поприваривали. А нет, не приваривали, это полностью оригинал. Она На полностью гвоздях летая. советских. Да. Тут, ребят, какая-то была полка. Смотри, еще вот такое. Это, ребята, фуршет. Это раньше лампочки были. И сверху обтягивались тканью. Как они назывались? Ну, напольные. Абажуры, да. Вот такое вот, ребята, здание. Вернее, здание, это небольшая комната. В которой жил когда-то глухонемой человек, который занимался непонятно чем. И который натаскал кучу всякой всячины. Кстати, да, ребят, смотрите. Это Отвертка. отвертки. Инструмент. Ей, наверное, я не знаю сколько лет, наверное, лет уже 150. Я такие отвертки, в принципе, никогда и не видел. У нас тут еще один артефакт найденный. Ну, это похоже на саквояж Да. с прозрачными Но отверстиями. больше всего, ребят, смотрите, там бочка деревянная, которая лет 150. И на дне там что-то есть. Но мы туда руки совать не будем. Покажи лампу. Раритет. Да, вот, ребята, раритет. Висит лампа летучая мышь. Ну, она тут висит, может быть, не 100 лет, но лет 15-20. Она, ребята, не сгорела, не заржавела, потому что она вся в керосине, видать, обмащенная. Поэтому она сохранилась. А тут у нас вообще комната одна из таких вот самых таких Интересненький. интересных. Можно видеть замок доисторический, которому 100 лет в обед. А эта комната, тут уголь какая-то, земля. Сковородка, ребят, смотрите. Сковородка, которая попросту прогнила. Представляете, сколько лет всему этому? Интересно, что тут интересно можно найти? Я думаю, если мы покопаемся Офигеть. с искателем, мы что-то до Смотри. найдем. Туфелька. Туфелька детская, ребята. Представляете, сколько лет? Блин, главное, чтобы туда потом пальцы детские не повысыпались. Кстати, осторожно, потому что гвозди на стенке сзади, на уровне головы. Да. Ребята, это какая-то школьная детская обувь. Какие-то прибамбасики. Там куча всего внутри еще есть. Но как видно, обуви тут достаточно хватает. Да. Это сюда же этот Эдик тоже таскал, да, насколько я понимаю? Ну, как видно, прибарахлился он неплохо. Жаль, что это добро уже
в негодность, грубо говоря, пришло, и оно уже имеет Да. не повседневное использование, а уже как раритет. А это, ребята, бандероль была когда-то. Такую ее присылали по почте. Это советская бандероль. Правильно понимаю? Вполне. Сила разная. Что угодно тут может быть. Вот эта тумба супер старая. У моей прабабушки такая дома была всегда. Это все бандероли. Ну так зайди. Пожарное ведро, куча всякого хлама. Обувь. Смотрите, ребята. Даже утюг ржавый лежит. Советский или царский. Опа. Смотрите. Ты когда-то такой видел, Артем? Смотри, какой массивный. Правда, без ручки, он, наверное, уже тут лет 100 лежит. Это, конечно, наверное, Покажи-ка. раньше было тяжело гладить. Ниху. Это Ого. да, хера себе. Он весит, я не знаю. Ни хрена себе, да, он достаточно ни хрена себе тяжелый. Да, Офигеть. крутая штуковина, Фрагмент от конечно. утюга. Да, вот такими утюгами пользовались наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и так далее. Первые утюги. Короче, ребята, видите, удалось найти утюг. Это утюг либо ранний Советский Союз. Короче, он до военного периода. Мы можем видеть, что это помещение действительно, наверное, больше сотни лет. И мы сейчас будем продолжать тут производить поиски. Может, что-нибудь еще удастся интересного найти. Мгм. Фонарик. Мгм. Ребята, в общем, это лампа летучая мышь. Такие использовали в Советском Союзе. Сюда заливался керосин. Сейчас она не работает. При нажатии на вот этот вот рычаг поднималось стекло наверх, и можно было поджечь фитиль. Потом стекло опускалось, и весь дым испарялся сюда. Очень известная была вещь. Очень популярная. Но по клеям я не знаю, какого года она. Интересный артефакт. Сейчас таких уже не часто встретишь. Но мы побежали дальше. В общем, ребята, мы отправляемся. Вот там за той кладкой было другое помещение. Видите, кладку кто-то разобрал. Мы сейчас сюда пойдем. Там более еще старые, еще более древние помещения. И там они не так засраны. Мы сейчас сюда проникнем с помощью металлоискателя. Будем производить поиск. Ох, старость, не радость. Опа. Тут когда-то был погреб, банки и тому подобное. Стекло. Так. Артем залазит. Кстати, ребят, сразу в глаза кидается вот такая вот тема. Это толстенная какая-то бронеплита. Вот от какого-то танка или еще чего, кто знает, скажите. Потому что реально на какая-то фрезерованные дырки, я не знаю, что это. Ну, если поднять ее... Ее не поднимешь. Ого. Не, Она килограмм 100, наверное, весит, 120. Да, я даже поднять пальцами. Ну, она проржавела вся. Ребята, посмотрите, пожалуйста. Вот такое вот тут обустройство. Когда-то был свет, но не работает. И дальше тут еще какие-то пути, еще какие-то хода, мы туда сходим. А сейчас пока что будем разлаживать металлоискатель. Вот так вот. Так, ребята, осмотр клетчик. Всякие ниши. У них тут тоже может лежать, видите, какая-то таблетка, которую сожрали мошки. Какой-то хрючий, наверное, трава для крыс, не знаю. Полезем, посмотрим, что тут есть. Может, там что интересное будет. О, а тут есть кое-что. Артем, смотри, что нашел. Ключик алюминиевый. Ну чего-то сердечко. А ты что, какая красотища. Интересно, к какому-то замку подойдет из наших, который тут есть? В подвале. Я сначала подумал, что он поломанный, но нет. Целый ключ? Один язычок. Да.
Прикольно. Ладно, зрителям, а тебе как? Понравилось? Ну, зрители, напишите, как вам понравилось. Видите, тут много интересного. Будем все это дело складировать. Отдадим Артему в музей. В общем, ребят, мы походу что-то нашли. Сейчас будем копать. Пан Шульц уже там ходит, пугает землю. Видите, показывает просто огромный объект. Он из черного металла. Но он очень большой. Я даже не представляю, что тут может быть под полом. Это тоже кусок металла. Оно может на вот эту реагирует. Ты что как ругается? Все, везде металл. Везде металл. Да-да-да. Это, ребята, кусок глечика. Пожалуйста. Кинь куда-то. И он большой был, ребята. Это огромный был глечик. Думаешь, что кто-то мог сюда закопать, чтобы что-то сохранить? Что угодно могло быть. А вот это кирпич уже. Вот это металл уже. Ребята, в общем, пока несут большую лопату, могу сказать, что тут на полу, под полом есть какие-то большие, крупные металлические предметы. И под ними то ли какое-то дерево, то ли хрен знает что. То есть тут, скорее всего, был какой-то пол, возможно, еще нижний этаж. Сейчас мы это попытаемся раскопать. Возможно, найдем какой-то ход потайной, не знаю. Короче, принесли лопату. Будем сейчас ей копаться на понадежнее. Тоже достаточно доисторическая. Будем доисторической лопатой копать доисторические вещи. Советская совковая лопатка. Достаточно хорошо сохранилась. Да. Ну, немножко скотчем примотали, потому что сам парубок. Слышь, выкопалась. А ну-ка, погоди-ка, что это такое? Крышка какая-то. Что это? Какой-то Слушай, зажим. Охренеть. Слушай, я такого никогда не видел. Пуговица какая-то, смотрите, ребята, или что? Кто знает, напишите в комментарии, что это такое на фундаменте. Или это ремня, или... Посмотри. А, подержи, я не знаю. Что-то фокус немножко не берет. А она не особо фокусируется. Просто дальше отодвинь. Интересно. Похоже, знаешь, на какой-то зажим. Там что-то еще нарисовано. Как говно. Надо будет загуглить, Да-да-да. посмотреть, что это. Мне напоминает, знаете, какую-то фурнитуру, может быть, военную. Но тут на ней изображен какой-то орел царский. Ну-ка, сейчас. Я сделал там фотографии красивые и вставлю в видео, интересно. Это вроде корона или что? Да, что-то Короче, такое. ребята, это что-то царское, наверное. То есть оно вот так, вот. Да. Да, и вот так видна корона. Да. Интересно. Ладно, давай это на полочку, будем продолжать. Мгм. Остановите наши находки там сверху. Да, пока только один добавился. О, видимо, что-то вот тут Да. и есть. Что-то огромное тут.
Что-то похожее на стекло. А нет, это вообще походу от керосинки. Фига себе, ребята. Это медь. Это какой-то медный ободок. От чего он? Видите, медь. Ну, мои предположения, что это от керосиновой лампы. В керосиновых лампах не используется такая. Если это керосинка, то это очень ранее. Это еще царская, скорее всего, ребята. Мы можем сейчас видеть предметы, скорее всего, времен царя. Да, вот это, конечно, артефакт. Какой такой артефакт. Хорошо даже сохранилось, с учетом того, что находилось сколько лет под землей. Да. Идем посмотрим наши эти артефакты. Ребята, у нас уже сегодня из интересных какой-то зажим, какой-то керосинки. И давайте посмотрим, что тут дальше есть. Какой-то мелкий цветной сигнал пролетает, но я не знаю. Осторожно, не наступай. Смотри, что выгребла случайно. Да ладно, что это, монета? Да. Ух ты. Рядом с медной ерундой от лампы медная какая-то монета. Что написано, советская или нет? Сейчас не хочет фокусироваться, показывать. Но видно, что очень старая. Одна отсылка или что? Копейка. Да, фонарик чертов, блин, моргает. Да, не хочет фокусироваться, но тоже, блин, не такой уж. Ребята, это 1 копейка. Царская это, посмотри. А, царский Посмотри, орел. орел. Царский орел, офигеть. Да, ребята. 1 копейка. 1908 года. Так, интересное место, блин. Закинь ее на полку туда, где все наши находки. Так. Тут еще что-то есть. Похоже на цепь. Да, ребят, это какой-то засов был или что, я не знаю. Странная фигня какая-то. Смотрите, гайка тут еще идет. Квадратная. Это, скорее всего, еще кована. Видите, она закручена. Офигеть. Еще на полочку положили. Полочку ложим. Чтобы вы понимали, мы буквально минут 15 копаем. И уже сколько всего нашли. Короче, ребята, будем продолжать наши поиски. А вот это цветной сигнал. Это пибим. Блять, везде все пищит. О, выгреб, смотри. Нифига. Вещалось, говорил, медь. Крестик. Да. В чем?
Непонятно, какого он года. Но видно очень, что старый. Это, ребята, какой-то нательный крест. Еще в копилочку кладем. Предыдущие сигналы. Ребят, наверное, будем мы заканчивать этот выпуск. Видите, в подвале миллион реально находок. Я тупо заколебался тут лазить. Мы нашли сегодня из находок вот это сегодняшние находки, не считая утюга. Утюг, но он, правда, на поверхности лежал. Крестик, монета, какой-то странный зацеп. Какая-то именно медная ерунда от керосинки или от чего, я не знаю, какой-то плафон. Потом металлические кованые предметы, кусок глечика. Ну, там не считая всякой керамики мелкой, какие-то трубки. Просто куски металла разбитого. В общем, сегодняшние находки у нас такие. Мы будем дальше обследовать этот подвал. Если это видео наберет 250 лайков, мы обследуем не только этот подвал, но еще более старый, который находится тут неподалеку. Да? Покажешь, интересно, старый подвал еще один? Да, без проблем. Все, ребята. Если вам, ребята, действительно понравилась тематика по подвалам, понравились артефакты найденные, ставьте лайк, а мы будем уже ориентироваться на ваши интересы и, если что, продолжим дальше снимать эту риторику.